Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Многих зрителей приводит в замешательство сочетание в фильме «Убийство священного оленя» вполне реалистичного, психологически мотивированного жизненного конфликта с некоторыми необъяснимыми с точки зрения здравого смысла и повседневности деталями. В этом видеоэссе я расскажу не только об ошибках доктора Стивена, но и обращу ваше внимание на некоторые моменты в фильме, проливающие свет на исполнение Мартином мести. Замечу прежде, что месть Мартина по сути состоит не в смерти как таковой кого-то из семьи Мёрфи. Это было бы слишком просто и не получилось бы настолько интересной с многих точек зрения интриги. Месть заключается прежде всего в принуждении Стивена именно к самостоятельному выбору жертвы. Таким образом, на плечах Стивена оказывается груз невероятной ответственности и вины при совершении любого выбора или даже отказа от него. Кроме того, душевные мучения Стивена растягиваются во времени, создается отдельный драматический сюжет о поиске лучшего из всех плохих решений. В этом процессе поиска выхода из сложившейся ситуации, поиска решения, проявляются самые разные психологические реакции и мотивации героев. Ну и, конечно же, таким эффектным планом мести Мартин, несомненно, хотел произвести впечатление на Стивена. Умный, целеустремленный и предприимчивый, но безжалостный и мстительный подросток хочет насладиться психологической победой, доказать, что он не тот человек, которому можно подать милостыню, а затем отвернуться от него. В предыдущем видеоэссе я говорила о том, что Мартин на самом деле мстит не за отца. Мартин мстит в большей мере за то, что сорвался его великолепный план свести кардиолога со своей овдовевшей мамой и таким образом вернуть нарушенное равновесие, выровнять социальную, скажем так, ситуацию, в том числе обеспечить будущее мамы. Я говорила о сути метафоры о поедании спагетти, которую использует Мартин в разговоре с женой Стивена Анной. И только когда этот задуманный план не удался, Мартин, используя смерть отца как предлог, начинает мстить Стивену. Но даже и отказ Стивена вступать в отношения с мамой Мартина – это тоже еще не окончательная, не самая глубокая причина для мести подростка. Причины мести Мартина расположены одна в другой, как матрешки. Снаружи якобы месть за смерть отца. Глубже – месть за отказ исполнять задуманный Мартином план. А глубоко внутри есть еще одна психологически очень тонкая мотивация для агрессии Мартина. Вспомните начало фильма, эпизод встречи Стивена и Мартина в кафе. О картофеле фри, который Мартин оставляет напоследок, потому что очень любит его, Стивен говорит: «Я тоже так делаю». Сопоставьте этот эпизод со словами Мартина о спагетти, которые он позже скажет Анне. Получается, что когда-то Мартину сказали, что он ест спагетти точно так, как его отец. А теперь Стивен говорит о том, что они одинаково едят картофель фри. Таким образом, для Мартина опосредованно сближаются образы умершего отца и доктора Стивена. Позже Стивен говорит Мартину банальные, хотя и правильные слова о дружбе. Ожидаемо, что папа говорил Мартину то же самое. Стивен дарит Мартину дорогие, не по возрасту и не по статусу подростка часы. Затем приглашает мальчика к себе в дом. Фактически, Стивен пытается частично заместить подростку отца. Но Мартин эгоистичен, а Стивен этого не замечает. Вспомните начало фильма. Мартин опоздал на встречу, потому что катался на мотоцикле с другом. Видимо, Мартин не из тех, кто согласен в чем-то себя ограничить и проявить уважение к чужим интересам и времени. Он катается на мотоцикле, зная, что его ожидает взрослый человек, который о нем заботится и даже может дарить дорогие подарки. И он уверен, что Стивен его дождется. Видимо, Стивен уже дал основания для такой уверенности. Постепенно Мартин начинает ожидать большего, рассчитывает на большее. Он хочет свести доктора Стивена со своей овдовевшей матерью, чтобы
произошло окончательное замещение отцовской фигуры доктором Стивеном. Но Стивен явно не рассчитывал на такое продолжение, и Мартин не получает ожидаемого. Он не получает того, на что Стивен, сам того не ведая, дал надежду. Стивен же не учел мудрый совет. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Пусть не всегда, но часто совершение милостыни в тайне безопаснее для самого благодетеля. Такое благодеяние не создает опасности дальнейших требований, как получилось у Стивена с Мартином. Полагаю, что лучше бы Стивен придумал для Мартина какой-то чек от неизвестного лица на получение образования или что-то подобное. И душу облегчил бы, поскольку действительно ведь неясна роль обоих докторов в неудачном исходе той операции. И доброе дело сделал бы в тайне, то есть надежно и безопасно для самого себя. Но Стивен нарушает рекомендацию совершать милостыню в тайне. К тому же он не учитывает или вообще не замечает особенности характера Мартина. И возникает конфликт, приводящий в свою очередь к необъяснимым драматическим событиям. Так что же происходит в фильме дальше? Что это было и как это у Мартина получилось? Прежде всего, давайте не забывать, что мы имеем дело с художественным произведением, а не с реальной жизненной историей. В художественном тексте, в фильме, автор волен отходить от реализма настолько, насколько это потребуется для донесения или выражения идеи, замысла, концепции. Фильм «Убийство священного оленя» насыщен разного рода метафорами, символами, и необъяснимую болезнь детей вполне можно воспринимать как одно из символических обобщений. То есть, по сути, не важно, как и почему это произошло. Главное не поиск медицинского диагноза, а взаимоотношения героев и их психологические реакции. В реальной жизни это могло быть что-то гораздо более объяснимое. В фильме Лантимоса даже есть моменты, указывающие на то, как именно условный реальный Мартин мог бы сотворить нечто подобное. В фильме есть ряд эпизодов с намеками на сговор Мартина с Кимберли, дочерью Анны и Стивена. Девочка становится фактически предателем в собственной семье. Кстати, Мартину 16, Кимберли 14. Чем не Ромео и Джульетта? Хотя, конечно, если Ким для Мартина действительно отказывается от интересов своей семьи, то Мартин девочку скорее использует, чем доверяет ей или тем более любит. А вот Кимберли явно влюблена и готова ради Мартина на все, в том числе и на смерть родных. Сам механизм воздействия – это детали. В реальной жизни могло быть множество вариантов. В фильме же многое указывает на то, что, скорее всего, применяется действительно действенное психологическое внушение. Например, Мартин говорит Анне в присутствии Боба: «Анна, вам надо поторопиться, мальчик скоро умрет». Ким, в свою очередь, спрашивает брата о том, кому после его смерти достанется плеер. Такие вопросы явно задаются, чтобы убедить брата в неизбежности его смерти. Вспомните и то, как, вернувшись домой поздно вечером после встречи с Мартином, Ким задает явно странные вопросы своей матери о ее самочувствии. Анна, кстати, эту странность замечает, ведь вопросы очень похожи именно на внушение. Позже Ким еще раз попытается убедить Анну в том, что у нее начинают неметь ноги, болеть спина. «Чувствуешь? Уже началось?» Но поскольку Анна догадывается, что именно происходит, то внушение на нее не действует. Вместо ответа она подходит к дочери и дает ей пощечину. Подозрительно также и то, что девочка просит маму никуда не уходить перед тем, как под окнами больницы появляется Мартин, и по его якобы слову Ким встает на ноги. Возможно, это было именно представление для матери, чтобы убедить таки ее в сверхмогуществе Мартина.
Затем, после того, как Анна забирает у дочери телефон, девочка начинает открыто угрожать матери. Говорит, что она тоже скоро не сможет двигаться. «Вот увидишь», — грозит Ким. И ведь не упустите такую деталь. Родители не рассказывали своим детям о том, что именно им говорил и чем угрожал Мартин. Почему же Кимберли говорит, что и ее мать не сможет двигаться? Значит, такую версию развития событий она явно оговаривала с самим Мартином. То есть все это вполне похоже на заговор между Мартином и Кимберли. Есть на первый взгляд противоречащие сказанному сцены. В одной из них Кимберли просит выбрать в качестве жертвы ее. При этом она пафосно говорит много благодарственных, комплиментарных слов в адрес родителей. Но фактически в той сцене она вошла в роль и играет Ифигению. Вспомните, когда Стивен приходит в школу и расспрашивает директора о своих детях, то директор отвечает, что у Ким успехи в литературе, и она написала прекрасное сочинение об Ифигении. Так что, войдя в роль Ифигении и предлагая себя в качестве жертвы, Ким явно не чувствовала серьезной угрозы. Ведь по мифологическому сюжету Ифигения хоть и вызвалась в качестве жертвы, но не погибла. Экзальтацией влюбленной девочки и ее верой в исключительные способности возлюбленного можно объяснить и то, что у самой Кимберли, хотя она и была в заговоре с Мартином, тоже отнялись ноги. Но повторю еще раз, не нужно требовать от художественного произведения абсолютной достоверности, документальности и точных медицинских диагнозов. Фильм «Убийство священного оленя» не об этом, а о тонкостях человеческой психологии и взаимоотношений. Всего доброго и до новых встреч!